Война. День 159. Ситуация на фронтах. Министерство обороны РФ заявило о очередном уничтожении американских реактивных систем залпового огня «Хаймарс» и даже предоставили видеодоказательства, где ракета летит в окно второго этажа какого-то здания. Коварные украинцы ловко придумали спрятать «Хаймарс» на втором этаже здания, но Минобороны РФ так просто не проведешь. Альянс Свободы. Северная Македония, которая является членом НАТО, передала Украине свои танки Т-72. Что примечательно, эти танки Македония получила от России в 2000 году во время вооруженного противостояния с албанскими повстанцами. Всего в армии Македонии был 31 танк Т-72. Восток. Обстрелы Харькова продолжаются. В районе Гусаровки активизировались российские разведгруппы. Южнее бои за Дмитровку, Брашковку и Долину. Северск и Бахмут обстреливают, а украинские власти призывают гражданских покинуть Донецкую область в связи с ожесточенными боями, а также невозможностью обеспечить зимой отопительный сезон. Россияне продолжают штурмовать Солидар с силами 3 БТГ. Основная их цель – обойти Бахмут с севера. После захвата Покровского российские войска вплотную подошли к Бахмуту и пытаются прорваться в город. Пока их атаки удается отбивать, тут они действуют силами 5 батальона тактических групп и в случае успеха могут отрезать группировку ЗСУ в районе Углегорской ТЭС. Наиболее активные бои сейчас в районе Авдеевки. Тут россияне решили штурмовать укрепленные позиции. Украинские войска остановили продвижение россиян из Второй Новоселовки в сторону Красногоровки. Однако им удалось занять новые позиции вдоль дороги. Также россиянам удалось захватить шахту Бутовку к северу от Спартака. Атаки на Марьинку, Пески, Красногоровку удалось отбить. На южном фланге продвижений не было. Юг. Для переправки на правый берег россияне используют паромную переправу, а также пытаются восстановить поврежденный Антоновский мост. Российские военные вырыли траншеи на правом берегу Днепра, а также установили радиолокационные отражатели вдоль Антоновского автомобильного и железнодорожного мостов, чтобы предотвратить ракетные удары. Посмотрим, насколько это сработает. Продолжают поступать сообщения о взрыве российских складов боеприпасов. Этой ночью был поражен склад в Скадовске, что подталкивает на мысль, что украинцы прятали «Хаймарс» не на втором, а на 3-м этаже здания. Буду благодарен за ваши лайки, адекватные комментарии, а также подписка и колокольчик. Это все нужно, чтобы видео продвигалось, в котором я говорю правду. Спасибо за просмотр.